Картинг из дерева. Привет, народ, с вами Андрей Гордеев, и мы начинаем строить деревянный карт, представьте. Картинг из дерева. Этот ролик будет полностью экспериментальным, в процессе просмотра вы поймете, про что я говорю. И, собственно, вот наш макет, плюс-минус я набросал, то, как это все будет из дерева. Основные детальки у нас останутся те же, за исключением некоторых моментов, на самом деле очень важных моментов, возможно, даже решающих, но об этом чуть попозже я покажу. Вот, в принципе, все, погнали строить деревянный карт. Приятного просмотра, поехали. Итак, я надеюсь, вы поняли, в чем смысл этого ролика, в том, что я почти ничего не говорю, и я просто делаю, чтобы было вам интереснее смотреть, и моих лишних разговоров просто не было. Но все равно хотел сказать одну вещь, мы сделали самое главное, мы сделали основной каркас, прикрутили под мотор штуку и поставили ось, что, собственно, самое было важное. Вот. Сейчас мы сделаем быстренько наперед, и, в принципе, ставим мотор и катаемся. Вот. Ролик будет, не знаю, сколько по времени, но прикольно. Пишите в комментариях, как вам интересно смотреть, когда я вообще ничего не говорю и просто делаю. Мне кажется, с одной стороны, так интересней, потому что нет лишних разговоров, просто наблюдайте. С другой стороны, наверное, нет моих рассуждений, тоже плохо. Оставьте комментик, как лучше, ну а мы продолжаем.
тоже намного быстрее. Чтоб не ждать. Водичка-то нагрелась. Мне кажется, камера после моих этих всех работ сломается, или точно линзу все сломаю. Падает постоянно. Собрали всю основную часть, вот так он будет плюс-минус выглядеть. Будет еще несколько перегородок, чтобы усилить конструкцию. Ну, даже сейчас она на самом деле очень даже хорошая. То есть, на удивление, получается шляпка, я думаю, все уже запалили ее, получается лучше, 100%, получится намного лучше, устойчивее, ровнее, чем мой первый металлический кар. Вот сейчас я все буду скручивать, чтобы потом уже к этому не возвращаться. И дальше остался с вами работать примерно типа на денек. Поставить пару перемычек, руль, мотор. То есть мотор там легко ставится, и будем кататься. Погнали.
Ну что, все, построили мы деревянный карт своими руками. Вот, полностью он удался мне на 100%, только это у нас второй вариант, потому что первый я построил, понял, что он плохо выглядит, и полностью разобрал. Ну и полностью там кое-что поменял. Ну, вы поняли, наверное, по ролику, что я поменял. Мотор просто снизу поставил. Вот, и сейчас уже наш итоговый варик. Куча сил приложена. Вот, я доволен на все 100%. Стоит еще новая коробка. Сейчас посмотрим, как она едет. Собственно, заводим, и первый запуск, первые тесты. Не понял. Работает уже хорошо. Поехали.
Короче, шумит, конечно, жадно. Короче, получилось все максимально прикольно. Едет он даже быстрее. Сейчас еще замерим максималку, посмотрим, как там будет. Вот, мне кажется, поедет он где-то 40-45, может даже 50. Ну, сейчас это посмотрим. Вот, но первые тесты прошли еще максимально успешно. Так, теперь папа гонит на карте. Пошел. Деревенский стиль. Все, пошел. Короче, 48 километров. Вот так. Блин, короче, она тупая прога. Вот четверка, вот восьмерка. Ну, вряд ли 84. 48 километров. Было очень страшно, я тебе отвечаю. Я думаю, что я умру. Круто. 48 километров. Полтишок. Это еще не в пол. 48 километров в час. При условии то, что было дерьмовый асфальт и можно намного быстрее. Еще один тестик сделаем, посмотрим. Смотрим. 51, ребят. 51 км в час. Это не максимум. Это далеко не максимум. Ну что, мы еще немножко его протюнили, то есть подожгли, обожгли, вернее, чтобы было супер красиво, так намного лучше смотрится, все узоры сразу красивее стали. И что еще? Максимальная скорость 51 км в час, просто вдумайтесь, 51 км в час, при условии, что там выбежала собака, а я знал, что она выбежит, потому что она там бегает не на привязи, здоровая такая. И просто стрёмно было, я заранее стал тормозить, то есть можно разогнать 60-100%, тут вообще на легкую идет. Возможно, даже 70 км в час для такой штуки это очень много. На нем, в чем прикол, очень страшно ехать, просто вдумайтесь, вы едете на такой деревяшке, 60 км в час, дико страшно, но интересно и экстремально. В этом весь кайф, то, что ты на грани смерти находишься и выживаешь. Вот, то есть на нем ездить намного не так комфортно, как на металлическом, ну, как на обычном карте. Вот, а это просто чума. Ну, во-первых, все рисунки сразу стали красивыми, все узорчики, еще раз повторюсь, стало. Вот тут, кстати, сделал, это типа фонарь, это типа номер. Потом сюда такую на деревяшку приклею со своим, ну, с собой, там, с ютубом, не знаю. В общем, получился проект. Мой деревянный карт на все 100%, по факту единственный такой в России, точно в мире. Ну, там есть другие, но немножко по-другому устроены. Но такой, возможно, мой один. Вот, как новый формат ролика, где я почти ничего не говорю, ну, только в конце, естественно, нужно какой-то итог подвести. Просто вот делаю и делаю так, чтобы вы тоже смогли сделать, если вы захотите, потому что по факту это инструкция, как собрать деревянный карт своими руками. Напишите комментарии об этом, и, в принципе, как вам ролик, интересно, нет, и всем спасибо, пока. Дальше привезу в город и дам вам покататься на нем. В принципе, вот, в Питере я живу, если что. В принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подпишитесь на канал. И всех обнял. Пока. Любите думать и конструировать всякие крутые вещи.